Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой фильм про двух уникальных людей. Это очень интересные и по-настоящему неповторимые личности, о которых, я уверен, многие могут знать, потому что это звезды не только Казахстана, но и всего постсоветского пространства. Но так как для меня такие люди очень интересны, я чувствую, что я просто обязан вам о них рассказать. Поэтому я постараюсь раскрыть для вас личность и феноменальность их жизни в новых красках. Но начну я издалека, потому что для моего сегодняшнего фильма важно, чтобы вы знали, как происходило становление казахского кинематографа. В 1934 году была организована Алма-Атинская студия кинохроники. В 1936 на ней начали выпускаться документальные фильмы, а в 1939 на киностудии Ленфильм был снят первенец казахского художественного кино – фильм «Амангельды». 15 ноября 1941 года уже киностудия Ленфильм переезжает в Казахстан и совместно с Мосфильмом и Алма-Атинской киностудией превращается в Центральную киностудию художественных фильмов ЦОКС, которая работала до 1944 года и выпускала в годы войны 80% всех отечественных художественных фильмов. Например, в павильонах ЦОКС, несмотря на сложности войны, прошли съемки Ивана Грозного, Сергея Эйзенштейна. Ну а 9 января 1960 года приказом Министерства культуры Казахской ССР Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов была переименована в киностудию «Казахфильм». И уже после распада СССР все киностудии бывших участников Союза стали переживать очень сложные времена. Тяжелое время 90-х повлияло на состояние кино во всех странах. Но как раз Казахстан уже к началу 2000-х смог выйти из кризиса. И сейчас уже можно сказать, что в сфере кино казахи делают большие успехи. Казахстан становится мощнейшим производителем современных фильмов. Актеры, режиссеры получают награды в Каннах. Самал Еслямова стала лучшей актрисой за роль в фильме «Айка». И если помните, недавно мы рассказывали вам, как Еркебулан Даиров стал лучшим азиатским актером за роль в фильме «Подсолнух». Очень крутые каскадеры Номадстант, о которых мы уже говорили совсем недавно, по полной работают с Голливудом и Болливудом. А фильм «Томирис» восхищает множество зрителей по всему миру и уже считается полноценным международным блокбастером. Уже мне кажется, что начинается тренд Казахстана и в мировом кино. Недавно обладатель 3 Оскаров Оливер Стоун приехал в Казахстан и делает фильм с супермощным названием «Казах». Так что казахи никуда не торопятся и никогда не опаздывают. А что феноменально, это то, что они всегда добиваются успеха в том, чем занимаются. И, к сожалению, формат не позволяет мне рассказать обо всех людях, которые повлияли на развитие кино в Казахстане. Но есть 2 человека, про которых мы сегодня поговорим подробно. Они из разных поколений, да и сравнивать 2 актеров, конечно, невозможно, но все-таки я постараюсь на их примере рассказать, почему Казахстан сейчас становится поставщиком высококачественного кино не только в страны СНГ, но и на мировом уровне. – 19 ноября 1988 года по центральному телевидению СССР впервые показали фильм «Бортко. Собачье сердце». Этот фильм невольно раскрыл реальный смысл горбачевской перестройки, воскрешая на экране булгаковских Швондеров и Шариковых. Повесть «Собачье сердце» была написана Михаилом Булгаковым в 1925 году. Известность в СССР получила в самиздате в 1960-х годах, а первая советская публикация состоялась только спустя много лет, в 1987 году в журнале «Знамя», за год до выхода экранизации в прокат. И, наверное, ни для кого не секрет, что этот фильм стал именно таким только благодаря Владимиру Бортко, который смог выбрать на роль Шарикова этнически русского казаха Владимира Алексеевича Толоконникова. Владимир Алексеевич родился в 1943 году, 25 июня, и удивительно, что идея этого фильма появилась у меня именно 25 июня. Изначально я готовил сценарий о кино в Казахстане, и как раз 25 июня вечером я узнал о том, что самый народный артист в мире казах,
и всю жизнь до самых последних дней работал в Русском театре драмы в Алматы. Так вот, и именно фильм «Собачье сердце» стал главной работой Владимира Алексеевича. Он даже сказал режиссеру фильма Владимиру Владимировичу Бортко, что, возможно, он родился только для того, чтобы сыграть Шарикова в его фильме. Интересно, что выбор у Владимира Владимировича был по-настоящему шикарный. Он выбирал из уже именитых актеров. Например, на роль Шарикова также претендовал, наверное, всем известный актер Николай Петрович Караченцев. Да и кроме Николая Петровича был широкий ассортимент. По всем театрам и киностудиям огроменной СССР был отправлен запрос предоставить фотографии самых уродливых актеров для съемки в кино. И это необъяснимая случайность, что из такого огромного числа артистов был выбран именно Толоконников, ведь у него даже не было опыта съемок в кино. И у Бортко были проблемы с согласованием артиста на роль Шарикова. Дошло до того, что в один момент он встал со словами «либо Толоконников, либо я ухожу». Но, к счастью, фильм состоялся, и то, что он получился именно таким, это настоящий феномен. Ведь, как я уже сказал, фильм для Владимира Алексеевича стал актерским дебютом, причем очень поздним. Ему было 47 лет, когда его утвердили на роль Шарикова. А это была еще какая роль. Он не только попал на одну из главных ролей, он в один момент стал звездой кино, а сейчас уже и настоящей легендой. Мое лучшее кино. Я благодарен Володе Толоконникову за то, что он стал одним из компонентов этого фильма. Этот фильм завоевал множество наград по всему миру и вошел в 100 лучших фильмов 20 века. Интересно, что впоследствии Толоконников продолжил играть в самых разных фильмах, и каждая его роль гениальна. Особенно мне запомнилось, как он перевоплотился в старика Хоттабыча. Он это сделал до такой степени, что теперь именно он ассоциируется у всех с этим персонажем. Ну а самое главное, он как настоящий казах не зазвездился и продолжал работать и жить в Алматы, в родном театре. Он все так же оставался простым в общении и всю жизнь был обычным человеком. Эта скромность – отличительная особенность всех больших артистов из Казахстана, и не только старшего поколения. Второй великолепный человек, о котором я сегодня буду рассказывать, также отличается невероятной человечностью, простотой и скромностью. И это несмотря на то, что Талепберген Турсынович Байсакалов в 2007 году благодаря фильму «Рэкетир» стал известным в Казахстане, а уже в 2008 отправился на Каннский фестиваль после участия в фильме «Тюльпан», где он исполнил роль друга главного героя. Удивительно и то, что в карьере Талепберген Турсыновича обычно не самые большие роли, но он играет их так ярко и проникновенно, что эти фрагменты становятся украшением всего фильма, и уже сам фильм без его персонажей представить нельзя. Например, в фильме «Рэкетир» он появляется всего несколько раз, но как? Его появление передает суть и дух времени, в котором происходит действие фильма. У зрителей рождается целая отдельная история, и, наверное, именно поэтому впоследствии его так часто приглашают в самые разные фильмы. Талепберген родился 29 мая 1974 года в поселке Михайловка Мендыкаринского района Кустанайской области Казахской ССР. Он рос в самой обычной семье. Отец работал водителем, а мать была воспитательницей детского сада. Со школьных лет Талепберген был активистом, диджеем деревенской дискотеки, участвовал во всех сельских праздниках. После школы учился в Костанайском техникуме культуры и, вернувшись в Михайловку, он заведовал Домом культуры, где сам ставил спектакли и сам же в них играл. В 1995 году Талепберген Байсакалов поступил в Казахскую национальную академию искусств имени Жоргенова в актерскую мастерскую Машуровой. И, кстати, важно сказать, что он не останавливался после того, как к нему пришел успех. В 2010 году он окончил ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, мастерскую Владимира Хотиненко. Кстати, важно сказать, что Талепберген Турсынович очень успешно снимается в самых разных российских фильмах. Он знаком зрителям по роли в фильме «Елки», который стал настоящим новогодним блокбастером. Также он появляется и в ремейке советского хита «Джентльмены удачи». А в фильме «Самый лучший день», в котором снимались суперзвездные Дмитрий Нагиев, Михаил Боярский, легенда отечественного кино Инна Чурикова, звезда эстрады Ольга Серябкина. И нельзя, кстати, не добавить, что фильм продюсировал сам Тимур Бекмамбетов.
Так вот, Талеберген Турсынович также стал одним из героев. Его появление было тоже запоминающимся и невероятно важным для понимания истории главных героев. Для многих может показаться, что Талеберген Турсынович играет комедийные роли, но это не так. В 2016 году он принял участие в одном из моих любимых фильмов. Это настоящая криминальная драма, фильм «Тарас». Честно говоря, очень Нуртас удивил меня как режиссер в хорошем смысле. Друзья, хочу сказать, что на мой взгляд Талеберген Байсакалов – это наследник таланта Владимира Толоконникова. Как я говорил, нельзя сравнивать двух актеров. Каждый актер по-своему уникален, но все-таки есть вещи, которые объединяют этих двух людей. Они невероятно талантливые, великолепные актеры, очень грамотные, умные и открытые люди. Их персонажи яркие, необычные, запоминающиеся. И, видимо, поэтому они стали любимцами и режиссеров, и зрителей. А самое главное, что при всем своем таланте и значимости для кино они все равно остаются обычными людьми, скромными и простыми в общении. И, кстати, когда я готовил материалы, я обнаружил, что у сегодняшних героев есть и опыт совместного участия в фильме, что, как мне показалось, тоже очень символично. Это короткометражный фильм о романтике, который любит музыку, природу и вообще любит жизнь. Однако никто из его окружения его не понимает. Do you speak English? Yes. My name is Tolik. Génial! Super! On the road, I had a very big accident. Une black car. Всю дорогу. Кар. Car! Énorme! Давай. Who is absent today? Non. Наверное, я бы мог сказать, что этот фильм как передача эстафетной палочки от более старшего поколения к более молодому. Если говорить более серьезно, то это аманат, как передача самого важного опыта, передачу знаний. Ну а в завершении я бы хотел сказать вам, друзья, для меня Казахстан стал настоящим открытием. Уже 4-й год идет с того момента, как мне посчастливилось стать свидетелем феноменального успеха Димаша на конкурсе «Сингер» в Китае. И тогда я даже не представлял, что это станет настоящим переворотом в моей жизни. Благодаря Димашу я открыл для себя великолепную страну с прекрасными, удивительными людьми. И уже сейчас, делая 9-й фильм о феномене казахов, я не перестаю восхищаться, насколько же казахи целеустремленные, по-настоящему упертые и невероятно настойчивые для исполнения мечты. Владимир Алексеевич всю жизнь жил с мечтой стать киноактером, и ему пришлось идти к своей цели 47 лет. И именно поэтому сейчас казахский кинематограф постепенно растет и уже уверенно выходит на международный уровень. И это не только в киноиндустрии. Вспомните, как Марат Талегенович, который недавно тоже был у нас в гостях, заставлял себя тренироваться целый год, чтобы стать лучшим в мире. Видимо, это и есть феномен казахского духа. Необъяснимой силы, которая позволяет казахским артистам, спортсменам, бизнесменам и ученым добиваться успеха, совершая ежедневные победы воли на пути к мечте.